Здравствуйте, дорогие цветоводы, гости и подписчики моего канала. Сегодня вместе с вами буду пересаживать антуриум после покупки. На самом деле мне этот антуриум подарили, и спустя вот несколько дней, спустя, можно сказать, неделю, я буду пересаживать это растение, так как оно находится в совсем маленьком горшочке. Кстати, я сразу заметила на растении вот такие вот пятна. Они были темного цвета, горшочек был очень влажный. Эти пятна означают, что корневая система начала подгнивать. Вот заметьте этот признак при выборе растений. Если есть пятна, значит корневая система гниет. Но я специально просушила вот землю, здесь грунт в горшочке, чтобы гниль остановилась, и теперь буду пересаживать растение в новый горшок. Антуриумы бывают разных сортов, разных окрасок. У меня уже несколько лет растет классический антуриум с красными соцветиями, но теперь появится новый антуриум с такими лимонными соцветиями. Для антуриума я подобрала горшок. У меня, кстати, горшок немного великоват. Здесь объем 2 литра. Конечно же, для такого маленького растения большой объем, но здесь я насыплю хороший слой дренажа. И у меня здесь останется примерно литр объема грунта, достаточно для развития растения. Можно подобрать горшок и поменьше. Дорогие друзья, в первую очередь для посадки антуриума необходимо подготовить правильный грунт. Антуриум любит легкий, рыхлый и в то же время питательный грунт, и он должен содержать крупные фракции. За основу грунта я беру торф. Это верховой и переходной торф. Я люблю использовать такие почвобрикеты. Размачиваю небольшой кусочек в горячей воде. И это отличный торф идет для выращивания и комнатных, и садовых растений. Также в грунт я добавляю кусочки сосновой коры. Можно взять как грунт для орхидей. Достаточно на горшок, небольшую горсть вот таких небольших кусочков коры. И также добавляю мох сфагнум. Он и защищает корни от загнивания, а также он хорошо держит влагу и в то же время насыщает землю кислородом, так как при добавлении мха грунт остается легким и рыхлым. Конечно, все эти компоненты содержат мало питания, поэтому еще в грунт я добавляю биогумус. Биогумус — это как перегной, только переработанный червями. Вот хороших 2 горсти на горшок такого жирного грунта я добавляю. И все хорошо перемешиваю. Дорогие друзья, я подготовила грунт. Смотрите, вот он получился такой пушистый, он неоднородный из-за того, что здесь присутствуют кусочки сосновой коры. И теперь смотрим, что с растением, что с его корнями. Извлекаем растение из горшка. Смотрите, светлые корни — это здоровые, отличные корни. Здесь плотный комок корней. Необходимо немножко растребушить вот корни, чтобы они не оставались вот таким плотным комком. Тогда они быстрее укоренятся и пойдут разрастаться дальше по всему объему горшка. Поэтому немножко вот так вот требушим корни, стараясь их не порвать. Дорогие друзья, смотрите, вот я вот так хорошо растребушила корни, и смотрите, какой меня ждет сюрприз. В основании этих, здесь 2 растения в одном горшочке было, в основании этих 2 растений есть торфяная таблетка. И у торфяной таблетки есть вот такая оболочка. Лучше всего эту торфяную таблетку, вот вы видите ее светлая оболочка, если ее полностью вырывать, то вы повредите все корешки. Ну просто вот я ее немножко вот так растребушу, чтобы корни легче прорастали сквозь эту оболочку, так как все равно она препятствует разрастанию корней. И в этом месте растение тоже может начать подгнивать при переувлажнении. Поэтому немножко я требушу в основании. Часто бывает, что при покупке комнатных растений они здесь посажены сразу с торфяной таблеткой, производитель сажает, и потом из-за этого растения, конечно, гибнут. Вот большую часть я удалила, не буду разделять 2 растения, и провожу посадку в новый горшок. На дно горшка я уже насыпала хороший слой дренажа, и
в первую очередь насыпаю грунт. Далее размещаю корни и сверху засыпаю приготовленный грунт. Процесс очень простой. Здесь мы сажаем и немножко уплотняем грунт, так как он легкий, рыхлый, поэтому нам нужно закрепить растение, немного прижав. Дорогие друзья, я закончила посадку антуриума. Так как грунт слегка влажный, я не буду поливать растения ближайшие пару дней, и все ранки на корнях за это время подживут и не будут гнить дальше. Полив антуриум любит все-таки более умеренный, поэтому поливаем после легкого просушивания земляного, такого воздушного земляного кома. Тогда растение будет развиваться отлично и корни у него не будут гнить.